день! Сегодня мы расскажем вам о новых полезных функциях IntiPro, добавленных в последних релизах. В этом видео мы посмотрим на торговлю фьючерсами, IntiPro Messenger и торговлю в режиме RFQ. В недавних релизах мы добавили возможность торговли фьючерсными контрактами на Forts. После настройки инструмента в терминале менеджера, в торговом терминале вы можете выбрать нужный вам инструмент и во вкладке теноров выбрать фьючерс с необходимой датой экспирации. После чего можно вести торговлю необходимым вам числом контрактов. Для отображения позиций необходимо переключить вкладку Type на фьючерсы, после чего можно будет увидеть количество контрактов и их эквивалент в валюте. В скором времени мы добавим возможность установки лимита по данным инструментам. Второй крупной доработкой является внутренний защищенный мессенджер для коммуникации внутри IntiPro. Для того, чтобы открыть чат, нужно выбрать соответствующий пункт в Trade Views. При нажатии появляется меню чата, где мы можем включить видимость для других участников и выбрать наше имя. Также мы можем открыть список доступных контактов. Менеджеры терминала могут общаться с менеджерами других принципалов и своими клиентами. Например, можно запросить котировку у менеджера другого принципала. Здесь пригодится режим RFQ, о котором мы поговорим позже. Пример коммуникации с менеджером другого принципала, который запросил у нас котировку, можно видеть на экране. Также чат может использоваться клиентом для отправки запросов своему менеджеру. Например, он может попросить включить ему поток котировок. Новые сообщения сопровождаются нотификациями в правом нижнем и верхнем углу. В окне чата мы можем видеть, в каком диалоге сколько сообщений не было прочитано. При необходимости можно свернуть чат в док-область и продолжить работу с другими окнами. В последнем релизе мы добавили режим ручного котирования посредством RFQ запросов, когда один трейдер выступает тейкером, делает запрос на котировку, второй отвечает ему ценой, являясь мейкером. Инструкцию по настройке данного режима вы можете найти на нашем портале. После настройки, для того чтобы запросить котировку, клиенту необходимо нажать кнопку запроса в тикере нужного инструмента. После нужно ожидать ответа мейкера. Мейкер, в свою очередь, получает всплывающее окно с предложением ответить на запрос. После нажатия кнопки Handle менеджер может выставить цены и время их действия, после чего они отправляются к клиенту. Клиент получает цену в тикере, после этого он может совершить сделку. Спасибо за внимание. Мы надеемся, что данные функции будут полезны в вашей торговле. Скоро наша команда вернется с новыми доработками.